Сегодня мы с вами приготовим еще одну разновидность корейского кимчи. И готовить ее будем из топинамбура, который многие знают под названием земляная груша. Кстати, в Грузии ее тоже называют земляная груша, а в Корее называют топинамбур очень интересно. Свиная картошка. Вот такие вот интересные различия в названиях по странам. Когда мы покупаем топинамбур, нам очень важно его хорошо отмыть, потому что на нем будет достаточно много песка и земли, особенно если мы собираемся использовать его вместе с кожурой. В данном случае все пропорции будут приведены на 500 грамм топинамбура. Хорошо его промывать одновременно и в стоячей, и в проточной воде. Для того, чтобы хорошо его промыть, лично я использую зубную щетку. Можно, конечно, использовать и обычную какую-нибудь губку для мытья посуды, но от нее могут оставаться волокна. Если использовать более жесткую какую-нибудь, например, железную какую-то щетку, то можно повредить кожуру и сам корень, чего я не хочу, поэтому использую зубную щетку. Далее, после того, как мы хорошо его промыли, мы будем с него срезать глазки и все плохие и поврежденные места. Обратите внимание, что если вы, допустим, используете топинамбур, тот, который родом из Кореи, то у него сама кожа может иметь более темный оттенок, до темно-коричневого, даже до фиолетового. Когда мы срезали глазки, плохие какие-то части, места, если они имеются, можем теперь нарезать картофель. Кстати, кожуру, если не хотите оставлять, можете просто его почистить. Нарезаем топинамбур достаточно крупно, но зависит от того, какого размера у вас корень. У меня не такие уж большие они, поэтому некоторые из них я разрезаю просто на 2 части, некоторые на 3, а совсем такие какие-нибудь маленькие, кругленькие я вообще использую целиком, никаким образом их, собственно говоря, не нарезая. А какой формы делать? Куски тоже, в принципе, не важно, так, чтобы они были примерно одинакового размера и красиво смотрелись. Также нам с вами потребуется зеленый лук. 5 перьев зеленого лука мы нарезаем кусками в 3 сантиметра, то есть кусками такой длины, которые будут приблизительно равны кускам самого топинамбура, как мы его нарезали. Для соуса нам также будет нужен свежий корень имбиря в перемолотом виде пол чайной ложки и лук маленький, у меня достаточно очень маленький, 1 штука. Мы нарезаем кусками, удобными для перемолки в том блендере, в котором у вас есть, и перемалываем это все как можно более до однородной такой массы. Теперь приступаем к тому, что делаем соус, которым будем заправлять кимчи. Перемолотый лук и имбирь мы заливаем, выкладываем в какую-нибудь емкость, в которой будем делать соус. И теперь добавляем рыбный соус. В моем случае это из кальмара, он может быть из креветок, на анчоусах, то есть на разных морепродуктах. Рыбный соус нам нужен в объеме 3 столовых ложек. Сразу скажу, с соевым соусом заменить нельзя. Это самый часто задаваемый вопрос, это 2 разных соуса. Далее добавляем либо экстракт сливы 2 столовые ложки, или же сахар 1,5 столовую ложку. Затем молотый чеснок 1 столовая ложка. Как видите, моя ложка такая хорошая ложка с горкой. В общем, 1 столовая ложка. Далее добавляем красный молотый перец чили, порошок мелкого помола 1 столовая ложка. Я сейчас стала использовать 2 вида перца чили молотого для того, чтобы делать кимчи, и мелкий, и крупный, смешивая их. Но если у вас нету, допустим, какого-нибудь одного из них, мелкого или крупного, то используйте только один из них, но в том же количестве общем. Красный перец чили, который хлопьями, я добавляю 3 столовые ложки. Теперь мы все это хорошо перемешиваем для того, чтобы получить однородную такую соусовую массу. Она будет достаточно густая, но в то же время такая, которая легко распространяется. Хорошо перемешав эту массу, если хотите, можете дать ей 10 минут настояться, но в принципе в данном случае это не обязательно.
Также я использую немного красного молотого перца чили, в данном случае мелкого помола, но неважно, можно использовать и хлопья в объеме половины столовой ложки для того, чтобы придать сначала цвет, чтобы красный цвет хорошо схватился на топинамбуре. И сначала засыпаю в топинамбур его и перемешиваю до тех пор, пока цвет целиком не покроет весь топинамбур и он не схватится. И после этого закладываю топинамбур в соус. Но в принципе этого можно и не делать, это делается просто для цвета. Теперь мы опять все хорошо перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по всему имеющемуся объему топинамбура. Это кимчи, это быстрое кимчи, то есть его долго не хранят и можно есть сразу после приготовления, поэтому процесс достаточно быстрый и легкий. Все хорошо перемешав, закладываем нарезанный зеленый лук и еще раз все хорошо перемешиваем. Некоторые в этот момент добавляют еще обжаренные кунжутные семена, я этого не делаю. Теперь кладем кимчи из топинамбура в контейнер для хранения. И, как я и говорила, это кимчи можно есть прям-таки сразу. Оно больше относится к быстрому кимчи, такому к салатному варианту, но можно и хранить в течение 7 дней в холодильнике и употребить в течение этого времени. Так что делать больших объемов, собственно, таки говоря, смысла нет. Но перед подачей можно посыпать обжаренными кунжутными семенами. Все прекрасно знают о пользе топинамбура, потому что в нем есть инулин, поэтому это очень полезное для здоровья кимчи, к тому же еще и очень вкусное. Поэтому, если вы еще не знакомы с топинамбуром, то можете познакомиться с ним через это блюдо. А здесь в конце видео еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита!